Привет! В русском языке есть такое выражение, которое мне очень нравится. Это совместить приятное с полезным. И в этом видео я хочу, собственно, совместить приятное с полезным. Я хочу побороть свой перфекционизм. Я хочу научиться говорить более длинными, сложными предложениями, более уверенно, без... Вы бы видели, как выглядит процесс моего монтажа. Это кошмар. Я могу, например, перестать монтировать видео или что-нибудь, или перестать работать на видео, если мне не нравится, как лежат мои волосы, или в моих видео очень много склеек, мне это очень не нравится. В общем, я надеюсь, что в таких видео, когда я буду стараться просто вот говорить с вами на какую-то тему, я отработаю этот навык. И да, это видео не совсем похоже на обычные мои видео, но это же неплохо, правда? Есть субтитры, в общем, в описании вы можете по ссылке скачать транскрипт, если вам интересно и хочется еще даже это почитать, что я только что говорила. И, в общем, привет! Меня зовут Ярослава, я живу не в России уже больше 1,5 лет, и в этом видео я хотела немного подытожить, ну, знаете, такую, немного провести рефлексию о том, как вообще, каково это жить не на родине, не у себя дома и переезжать с одного места на другое. Я уехала из России в октябре 2021 года. Я была в Грузии, в Тбилиси 4 месяца. Потом я приехала снова на месяц домой, но я уже знала, что я уеду. И все, я уехала. То есть с тех пор я была в Турции, в Анталии, потом в Будапеште, в Белграде, в Нише, то есть это Сербия, в Софии. Потом, после Софии снова я была в Белграде, а после Белграда я ездила в Сантьяго в Чили и сейчас в Буэнос-Айресе. Ну, вы в курсе, что я в Аргентине. И сейчас в Буэнос-Айресе я останусь на полгода, то есть до конца августа как минимум. Кто знает, может быть, я буду больше здесь, может быть, я буду здесь дольше. И вообще у меня идея о том, чтобы пожить где-то в другой стране, у меня была довольно давно. И перед моим отъездом, то есть, наверное, это был год 2020-2021, я думала, как переехать. И, ну, очевидно, что какие есть варианты: найти работу, пойти учиться, выйти замуж или волонтерить. Ну, в общем, нужно подходить, вот, знаете, с такой очень бюрократической стороны. В общем, сначала документы, причина, потом ты приезжаешь. И это все кажется таким большим, как, обязанностью, в общем, таким большим коммитментом. По-русски мы уже тоже говорим коммитмент. И, в общем, как-то было сложно это все организовать. И получилось так, что можно просто путешествовать и ездить, и переезжать с одного места на другое, пока тебе позволяют твои визы. И, в общем, в этом тоже есть плюсы, есть минусы. Вот, и об этом я хочу немного поразмышлять сейчас. Наверное, у каждого аспекта такого образа жизни есть и плюсы, и минусы. Да, это называется digital nomad, цифровой кочевник, цифровое кочевничество, как мы говорим по-русски. И, наверное, один из самых главных вопросов, которые меня спрашивают другие люди, это отношения, то есть как поддерживать отношения с друзьями, которые там остались в России, как вообще находить новых друзей, не скучно ли мне. Ну, нет, не скучно. Я думаю, что в наше время 90%, может быть, не 90, ну ладно, 80-90% всех наших коммуникаций — это интернет. Поэтому часть моих друзей уже была в других городах, то есть мы и так уже были в других городах, в разных городах. Сейчас мы просто в разных странах, и да, с одной стороны, скучаешь,
с другой стороны, ну, блин, вы и в обычной-то жизни, конечно, если честно, виделись не очень часто. И, наверное, если бы я путешествовала одна, то мне было бы очень тяжело. То есть я такой человек, которому нужны дружеское общение, даже сходить куда-то. То есть мне нужны люди рядом. И если бы я была одна, это было бы, наверное, очень плохо. Я путешествую с моим молодым человеком, и все равно каждый раз, когда мы где-то остаемся на одном месте достаточно долго, я начинаю немного... Ну, в общем, мне нужны какие-то другие собеседники. И тут очень... В принципе, сейчас это вообще не сложно. Очень много людей живут в разных городах. Очень... Например, я находила друзей, ну как друзей, общение через группы в Фейсбуке, например, я знакомилась с людьми, мы ходили на концерты, или мы просто были как-то в России в одной, ну не тусовке, но плюс-минус как бы сфере, поэтому просто списываешься с людьми, которые тоже этим занимались, и как-то у вас есть одни общие интересы, и вы договариваетесь встретиться, или можно ходить на мероприятия или какие-то... Я ходила бегать, например, в Будапеште, там тоже можно знакомиться с людьми. Самое простое, идешь в бар и спрашиваешь просто у ближайшей группки девушек, типа, привет, девчонки, что делать? Я приехала, там, я сейчас в этом городе, я не знаю, куда сходить, и все, у тебя 25 тысяч советов, тебе все посоветуют, тебе все расскажут, и, в общем, найти общение можно. Поэтому здесь нет как бы таких... Есть плюсы, есть минусы. Еще есть плюсы, и, я надеюсь, не очень темно. Еще, конечно, есть плюсы и минусы, что ты приезжаешь в новое место, и ты начинаешь привыкать к этому новому месту. А потом, когда ты уезжаешь, ты начинаешь скучать по этому месту. Каждый город, каждая страна, вообще все это, конечно, уникально. И в каждом месте ты находишь такие жемчужины, в общем, ты находишь что-то удивительное, чего нет в других местах. И то, чего ты раньше никогда не видел. Например, самое простое для меня это, например, с едой сравнить. Когда я была в Грузии, ну, грузинская кухня — это хинкали и хачапури, блин, просто это любовь, все. Но больше особо в других местах ты, ну, редко это встретишь. Можно найти, например, грузинский ресторан, но вот, например, когда я была в Тбилиси, там в одном месте готовили абсолютно божественный, как это называется, типа врап с фалафелем. Я его так обожаю, это кошмар. И все, я больше это больше я никогда не смогу в своей жизни попробовать, если только я поеду обратно туда и приду и закажу в этом ресторане. И так было в каждом городе, в каждой стране. И это и великая радость, и при этом это великий облом, потому что учишься смирению, просто приходится учиться смирению. Надеюсь, записывается все. Да. Приходится учиться смирению и тому, и учиться отпускать что-то. Но при этом ты находишь очень много интересных вещей, которые ты бы в жизни просто никогда не узнал об их существовании. И это уже, конечно, не только про еду, это и про какие-то места, про природу, какие-то виды даже. Интересная улица может тебе запомниться. У меня, наверное, в каждом городе есть по какому-то месту, которое для меня просто вау. И я знаю, что больше нигде я это не встречу. И надо только возвращаться. Или у каждого города есть своя атмосфера, есть свое... Ну, вот, свой вайб. И да, и приходится просто каждый раз это так сонастраиваться. Да, поэтому здесь тоже есть и плюсы, и минусы, и я даже не знаю, чего здесь больше, плюсов или минусов. Третья часть, третье такое открытие, это, например,
Секунду, пожалуйста. Вспомнила. Третье открытие — это каждый раз у тебя новая страна, новый переезд. Для тебя это как новая жизнь. И я думаю, что каждый раз, то есть каждое новое место для меня ассоциируется с каким-то, может быть, прорывом или с каким-то периодом в моей жизни. И оно просто помогло так сфокусироваться. Это примерно как начать новую жизнь с понедельника. Здесь ты начинаешь новую жизнь с новой страны. И наш мозг работает так, что на самом деле понедельники работают, и начинание новой жизни — это работает для твоего мозга. И вот здесь, когда ты переезжаешь, то каждый раз для тебя, ты, можно сказать, ты переезжаешь новым человеком. Я думаю, что я очень сильно изменилась, и именно психологически, именно как-то внутренне, духовно, ментально, эмоционально. Я не знаю, стала ли я более зрелой эмоционально или нет. Это связано с переездами или вообще, или с тем, что мне уже 31, не будем забывать. Но я думаю, что те изменения, которые в моей жизни произошли за это время, они прежде всего связаны с тем, что я переезжала. И каждый раз это такая перезагрузка. Мне хочется не забывать все, чему я научилась в это время, во время этих путешествий. И сейчас мы остаемся в Буэнос-Айресе, в Аргентине, на полгода, и мне тоже интересно, будет ли нам скучно под конец, потому что иногда, особенно когда у тебя уже есть билеты, когда ты уже спланировал следующее место, то ты сидишь и такой думаешь, да уже скорее. И это такой большой стресс, кстати. Мне кажется, вот первые несколько недель до отъезда, недели 2-3 до отъезда и следующие несколько недель после приезда я вообще ничего не могу делать. У меня мозг, видимо, перестраивается. Я как ребенок. Я учусь все делать заново. Даже готовить простейшую еду снова приходится как-то вспоминать, учиться новые продукты. И да, возможно, посмотрим, мне будет очень интересно, как я буду себя чувствовать на одном месте уже 6 месяцев. Не знаю, в общем, будет сюрприз. И спасибо, что послушали меня. Я выложу это видео, я надеюсь, без монтажа. И если вы дослушали, то скажите, пожалуйста, вообще стоит оно того или нет? Как вы думаете? Потому что... Не знаю, потому что я хочу с вами разговаривать, но мой перфекционизм меня когда-нибудь убьет. И я надеюсь, что эти видео мне помогут его побороть. В общем, всем спасибо, пока уже очень темно. Прошу прощения.